Краткость – сестра таланта. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Вендетта пройдет Air Mirror. Участвуют игрок VVS, точнее WVS, но для удобства буду называть его VVS, если вы не против. Нижний спот – золотой цвет. И игрок Спринтер под зеленым цветом на верхней позиции. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Итак, друзья, вот такой реплей мне, на мой взгляд, интересный попался на просторах Гентула. Коротенький, но интересный. По крайней мере, меня он очень даже повеселил. Давайте посмотрим. Игроки мне абсолютно неизвестны, я не знаю, кто это такие и так далее, но интересный достаточный реплей. По крайней мере, мне было смешно это смотреть и интересно, чем закончится это такое противостояние непонятных мне вообще абсолютно игроков. Ну и давайте посмотрим вообще, что происходит. На карте прилетает к VVS сейчас дроп, и я поставлю, пожалуй, сейчас реплей на паузу. Почему? Сейчас попробую вам объяснить. Вот, казалось бы, да, у VVS висит вот здесь дрон. Видно как бы не так уж и много, то есть видно, что нет никаких филдов, видно, что есть военный завод, который сейчас Спринтер ставит. И я, скорее всего, уверен, что было видно, как готовится дроп. То есть, казалось бы, да, готовится дроп, поставь казарму. Поставь казарму, зачем ты ставишь два филда, если к тебе сейчас прилетит дроп? Поставь казарму, начинай выводить пехоту. Ты же знаешь, что к тебе сейчас прилетят ракетчики. Но этого VVS не делает. И что у нас происходит далее? Дроп прилетает, начинает выбивать первый дозер. Понятное дело, что дозер-хан сейчас не страшен, так как есть командный центр. Первый дозер был выбит и первый филд не достраивается. Опять поставлю, пожалуй, на паузу. Для чего? Опять же, у Спринтера также висит дрон, и он видит, что здесь есть два филда. Зачем ты ставишь военный завод, если ты видишь, что там есть два филда? Твои хаммеры будут выбиваться просто, в принципе, на изи с помощью рапторов, но, тем не менее, ставится военный завод. Давайте продолжим смотреть этот поединок. Дроп прилетает под следующий филд. Опять выходят дозеры, снова дозер минусуется и ставится Firebase. Тут вновь пауза. Вопрос. Каким образом тебе поможет здесь этот Firebase? Вылетает Раптор и разбивается просто либо дозер, либо Firebase за один залп. Мне кажется, здесь было бы удобнее и быстрее по таймингам поставить казарму и выводить рейнджеров, чтобы убивать рапторы. Но, тем не менее, ставится Firebase. Посмотрим, что происходит далее. Ракетчики бегут дальше, скорее всего, хотели вынести дозер, но дозер убегает. Начинается лазер-локи на рапторы. В принципе, пробивается раптор. Кстати говоря, почти уже уничтожается. Раптор отлетает. И будет, скорее всего, бить сейчас дозер. Да, пожалуйста. Firebase не достраивается. Вновь лазер-лок на дозер. И снова не достраивается филд. Раптор практически каленый. Более рапторов я не вижу сейчас от VVS. Подлетают чинуки, будут глушить ракеты. Снова выходит дозер. Кстати, смотрите, да, ракетчик выходит из группы, и вновь дозер пытается разбить. И получается, раптор, тем не менее, закрывает одного ракетчика. Ну и, в принципе, казалось бы, остается отбиться, но приходит хаммер. Спринтер все-таки выводит свой хаммер. Опять уничтожается дозер. Пробиваются рапторы. Второй раптор также закрывается. И все, и получается блокировка базы одного из VVS и одного из ВВС, точнее, игроков. И игрок VVS сдается. Вопрос, а чё, вот так можно было, оказывается, побеждать? Блин, ну это интересно на самом деле. Ну, понятное дело, что сейчас игроки или просто зрители могут написать в комментариях, что ты кинул нам тут за подачку. Что это вообще за реплей и так далее. Ну, ребят, мне показалось это очень даже веселым. Это было интересно. Ну, действительно, а что, так можно, что ли, было побеждать? Конечно, тут ошибки и так далее, но это было, ну, прикольно, на мой взгляд, и я решил это показать. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.